Филипп, ну здрасте. Тебе чего? Да вот вижу, идешь грустный. Может, надо помочь? Не надо, сам справлюсь. Ну извини, хорошей дороги. Ну спасибо. А ты, собственно, кто? Ну вот, ты меня уже не узнаешь. Ну, в лицо знакомое. Мы что, встречались? Да мы и не расставались. А почему же я тебя не замечал? Вероятно, был невнимателен. Ну, если бы был невнимательный, не выжил бы. Жизнь она такая. Какая? Такая, сам знаешь. Знаю, а ты? Что я? Ты знаешь, какая она жизнь? А как можно не знать то, что постоянно перед глазами? Перед глазами ее внешняя сторона. А что она представляет собой по сути? Ты что, о смысле жизни, что ли? Да, что она такое? Ну, определение меня мало волнует. Главное ее не потерять. Ну как ты можешь не потерять, если не знаешь, что надо поддерживать? Не знаю. Ладно, сейчас отвечу. Так вот. На текущий момент нет единого мнения относительно понятия жизни. Однако ученые в целом признают, что биологическое проявление жизни характеризуется организацией, метаболизмом, ростом, адаптацией, реакцией на раздражители и воспроизводством. Ну теперь ты понял, что надо оберегать. Да, честно говоря, не очень. Тогда давай разберемся. Говоришь, организованность. А что ее не обладает? Что выпадает из организованности, задаваемой законом природы? Может быть, ты имеешь в виду другую организованность? Нет. Но чем она отличается от всеобщей? Объясни. Если же не можешь, не используй этот критерий. Далее ты говоришь о метаболизме или иначе обмене веществ. И снова вопрос. А что со внешней средой ничем не обменивается? Даже и в космосе это случается. А разве работа мертвого двигателя? При разложении белкового трупа, хотя и организованного, но жизни почему-то лишившегося, происходит без обмена веществ. То же самое с адаптацией и реакцией. Покажи мне хоть что-нибудь, что никак не реагирует на внешнее окружение и путем своего изменения не приспосабливается к нему. Может быть, это происходит медленно, но оно же все равно происходит. Если же ты этой реакцией и адаптацией не считаешь, опять-таки проведи границу. Что же касается роста и воспроизводства, да вот, к примеру, взгляни под ноги. Что это? Ну что, обычная лужа. Да, лужа. Но смотри, как четко она организована. Почти идеальная круглая форма. Просто яма на дороге круглая. Внешние условия, согласен. Но адаптация вроде присутствует, все приспособилось к этим условиям. А вот другая лужа в квадратной яме, другой вариант организации и адаптации. А теперь посмотри наверх. Солнышко греет, вода испаряется, обмен веществ. Вон и облачко приближается. Думаю, лужа в объеме прибавит. Видишь, как выросла и окрепла. А это что, грузовик? Какая угроза для нашей лужи? Смотри, как бурно она реагирует. Какое возмущение, какие брызги. Ну вот, грузовик уехал, и что мы видим? Две небольших одинаковых лужицы. Видимо, прежняя лужа размножилась, делением, как говорят биологи. Вон подплывает новое облачко. Смотри, все сходится. Организация, адаптация, метаболизм, рост, реакция, воспроизводство. Все присутствует. Вот она, жизнь. Ну хорошо, определение нечеткое. Но критиковать просто, предложи свое. Но ты же говорил, что определение тебя не волнует. Определения нет, но суть я понять хочу. Но если говорить о сути, могу объяснить, как понимаю жизнь я. Ну объясни, тогда слушай. Представь себе ситуацию, когда не было ничего. Вообще ничего? Вообще. Даже и Бога. Даже и Бога. Но если не было даже и Бога, откуда же все появилось? Из ничего. Потому что когда нет ничего, то нет и запретов на то, чтобы что-нибудь появилось. Нет побуждающего или запрещающего начала. Хочешь появляйся, хочешь нет. Если ничто никогда не появится, обсуждать будет нечего и некому. А мы точно знаем, что это не так. Поэтому сразу решаем, что-нибудь таки появилось. Скажем, какая-то первая точка. Ну, допустим, она появилась. И что? Это может повториться снова? Правда, заметить все эти явления пока еще невозможно. А для чаще начала тоже нет. Что-нибудь может и появилось. Но вот что и сколько, кто его знает? Что значит, кто его знает? Вот же они перед глазами, пересчитай. Они перед твоими глазами. Но тебя ведь тоже пока еще нет. Как и никого вообще. Поэтому подтвердить или опровергнуть факт существования этих точек никто не может. Ну, разве что первая точка. Если она научилась фиксировать цепь различаемых ею событий. Ну хорошо, она научилась. Но к чему вся эта геометрия? Ты же хотел рассказать о жизни. О сути жизни. А суть лучше всего поясняет рисунок, то есть геометрия. Образно и наглядно. Смотри, какая геометрия у нас получается. Вот появляется первая точечка. К ней добавляется что-нибудь новое. Снова и снова и снова и снова.
Видишь, какой длинный извилистый путь. А теперь скажи, почему он получился таким? Кто решил, что все будет происходить именно так? Ну кто? Наверное, законы природы, но их пока еще нету. Ну значит Бог. Его тоже пока еще нету. По крайней мере в наших рассуждениях он еще не объявился. Хорошо, тогда кто же? Жизнь. Не понял. А что тут понимать? Каждую точку на жизненной линии можно поставить в любую позицию, но при этом вполне конкретно. Невозможно быть всем и сразу, это значит быть ничем. Поэтому из множества вариантов приходится выбирать. Этим и занимается жизнь. Пока она присутствует, время накапливается, конкретика нарастает. Стоит ей выйти из этого множества, и новых точек уже не появится. Останется труп, постепенно разлагающийся и теряющий накопленные ресурсы. А как иначе? Время требует изменений, новое не появляется, остается одно – разрушать имеющееся, то, что накоплено умершей жизнью. Понимаешь? Жизнь проявляется вовсе не в сложности, и в неживом эта сложность встречается. Жизнь проявляется в творческом выборе. Кто выбирает, вот тот и живет. Кто выбирает? Да. Кто выбирает, какой быть реальностью? Кто принимает все эти решения? Если же выбор в системе отсутствует, мы получаем пустую коробочку без оживляющей тело инстанции. Механизм или робот называй как хочешь. Стоп, вот тут я не согласен. Наука, которую я уважаю, находит в основании жизни вполне познаваемые явления. Без всякого выбирающего начала. Четко и ясно, без всякой мистики. Четко и ясно? Да. Тогда нам надо снова вернуться к ее определению жизни. Ну хорошо. Небольшие накладки есть. Но непонимание сути явления и сведение его внешних признаков. Ты называешь всего лишь накладкой, ведь наука не видит разницы между готовым уже аппаратом и его создателем. Это принципиально разные вещи. Уж чем, а в этом ты убеждаешься ежедневно. А что касается мистики, ты и вправду считаешь, что наука в нее не верит? Разве это не так? Что ж, давай разбираться. Для начала ответь на вопрос. Тебе знакома идея Большого Взрыва? Конечно. Тогда задумайся о его сути. 14 миллиардов лет назад, по верованию науки, из маленькой исходной сингулярности, то есть какой-то малюсенькой точки, в результате ничем не спровоцированного взрыва, потому что до этого не было ничего, возникла вся наблюдаемая нами Вселенная. Можешь представить такую метафору. Вот ты в пустыне, вокруг запустения, взгляд ни на чем закрепиться не может. Вдруг ты моргаешь, глаза открываются, перед глазами огромнейший город. Все в нем улажено, все согласовано, все подчиняется строгим законам. Понимаешь? Ничего не было, и вдруг. Такой огромный выброс информации. Или энергии, называй как хочешь. Выброс откуда? Кто его спровоцировал? Прочувствуй эту идею. Все, что в фактическом мире замечено, или, быть может, заметится позже, мгновенно и неожиданно возникло из ничего. Какое более мистическое событие ты можешь себе представить? И после этого ты будешь утверждать, что наука не верит в мистику. Но это произошло лишь однажды, поэтому не в счет. А почему случившееся раз не может повториться снова? Надо быть честным в своих представлениях. Если в основу кладется спонтанное, верить в стабильность как минимум странно. Все представления, все обобщения могут замениться в любое время. В результате такого же спонтанного акта возникновения из ничего. Если же нет надежной стабильности, строить теории нет резон. А зачем, если гарантий никакой? Да, но вижу, я тебя не убедил. Ладно, посмотрим с другой стороны. Вернемся к нашей геометрии. Смотри. Вот перед нами начало развития некой впервые возникшей реальности. К базовой точке в ее основании мы добавляем все новые точки. Новые состояния исследуемого нами мира. Скажи, откуда они берутся? Ну, они вытекают из первой точки, как строгие следствия закрепленного в ней закона. Закона природы. Но тогда получается, что все состояния этого мира строго и полностью предопределены, если они вытекают из первого. Значит, любая их информация в этой позиции как-то намечена. Информация, предписывающая все и вся на все последующие времена. В частности, заставляющая разные жизни протекать по-разному. Заметь, при одном и том же законе природы. Как ты себе это представляешь? Невообразимо сложное, заключенное в бесконечно малом и возникшее в мгновение ока. Ну, не знаю. Наверное, есть что-нибудь непонятое нами. А может быть, вообще недоступное познанию. Понятно. Что-то бесконечно сложное, расположенное неясно и прорвавшееся в наш мир через маленькую непонятную дырочку. Скажи, ты по-прежнему думаешь, что не веришь в мистику? Ну хорошо. Тогда приложи свое объяснение.
Вообще-то я его уже предложил. Жизнь. Именно она выбирает. А значит, выступает в роли непосредственного организатора бытия. Понимаешь? Именно жизнь порождает Вселенную. Наблюдаемая нами Вселенная – это следствие, а не причина. Ну, это ты уже забыл. Хорошо, забудем о мистике и обратимся к логике. Это тебе подходит? Конечно. Тогда посмотри сюда. Вот перед нами затравка реальности. В ходе развития этой реальности мы замечаем приток информации об измененных ее состояниях. Хотя бы информация о том, что новое ее состояние уже наступило. Получается, что количество сохраняемой в ней информации постепенно растет. В чем измеряется информация, ты, я надеюсь, знаешь? Конечно, в битах. Прекрасно, их-то мы и обсудим. Итак, вначале не было ничего. То есть количество сохраняемой информации соответствовало нулю. Здесь были две изначальных возможности. Что-нибудь в мире когда-то появится, или ничто никогда не возникнет. Если возникло хоть что-то реальное, значит дилемма уже исключается. Получается, что бит информации мы уже имеем. Если добавится что-нибудь новое, появится второй бит, затем третий, четвертый и так далее. Как видишь, когда допускается вариантность, а не та безусловная однозначность, о которой мы говорили выше, сложность мира может увеличиваться, а количество информации нарастать. Откуда эта информация берется? Она добавляется той инстанцией, которая делает выбор, быть или не быть. Вот эту инстанцию мы и назвали жизнью. Точнее, и саму выбирающую инстанцию, и траекторию, которую она выбирает. Потому что в общем случае можно выбирать не просто быть или не быть, но и то, каким быть. То есть какая конкретная точечка в этой цепочке последует далее. Ну, подожди. Получается, жизнь выбирает, чего пожелает. А как же законы природы? Почему я, живой и свободный, выбрать желаемое не могу? Все время что-то мешает. Да потому что твой новый выбор вступает в противоречие с прежним, сделанным в жизни немножечко ранее. Если, к примеру, рождаешься мальчиком, то не рассчитывай вырасти девочкой. Ты же решил обходиться без мистики. А что касается законов природы, смотри. В точке, где выбор возможен фактически, все наше прошлое закреплено. Со всеми его деталями, известными или еще не понятыми. И оно остается одним и тем же для всех вариантов выбора в этой точке. А значит, решение подсказать не может, как бы тщательно ты его не изучил. Получается, что идея выбора несовместима с идеей всеобъемлющего закона. Закон для выбора не оставил места. Поэтому возникает дилемма. Либо закон, неизвестно кем заданный и предписавший любое решение в малейших его деталях, либо постепенное накопление информации, как результата свободного выбора. Выбирай, если, конечно, можешь. А почему выбор такой жесткий? Либо-либо. Он вовсе не жесткий, он произвольный. Жизнь выбирает, чего пожелает. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока не закрыла себя в границе. К примеру, ты можешь выбрать смешанный вариант, если его захочешь. В чем-то торжествует закон, а в чем-то свободный выбор. Во-во, как раз то, что надо. Правда, становится непонятно. Откуда законы возьмутся, если для жизни разрешается все? Они формируются постепенно. Взгляни. Вот участок твоей цепочки. Ты пребываешь в ней в этой вот точке, на распутье. Куда свернуть? Налево или направо? Указателей нет. Допустим, ты повернул налево и выяснил, что ошибся. Скажем, уперся в высокую стенку, которую не обойти. Но ты ведь помнишь, немного ранее были заметны другие возможности. Ты возвращаешься к точке ветвления и исправляешь свою же ошибку. Вскоре подобный сюжет повторяется. Ты снова сворачиваешь налево, и снова получается нехорошо. Теперь ты сразу возвращаешься назад и сворачиваешь направо. И снова это себя оправдывает. Снова, и снова, и снова, и снова. А теперь скажи, куда ты свернешь на следующем таком же повороте? Конечно, направо. Я же опытный. Вот именно опытный. Понимаешь? Именно опыт рождает все знания. Опыт, а вовсе не кто-то всезнающий, скрытый за рамками нашего мира. Ему ведь знания тоже надо было откуда-то получить. Поэтому ссылка на него ситуацию не спасает. Ты просто переваливаешь на плечи другого проблему, которую сам не осмеливаешься решить. Опыт, именно опыт, ничто другое. И заметь, чем больше у тебя опыта, тем сильнее твоя уверенность, постепенно перерастающая в автоматизм. А для чего отвлекаться сознанию, если решение найдено ранее? В результате появляется закон, то есть привычка к стандартной активности в каждой привычной уже ситуации. Получается, что все законы придумывал я, ты.
А другие люди? К примеру, ты. А я придумал свои законы. Они что, у тебя другие? Нет, такие же. А как это может быть? Я придумал свои, ты придумал свои, а оказалось они одинаковые. Ну что тут странного? Просто мы делали сходные выборы. Такие же, но не те же. Заметь себе, это важно. Смотри, это мое движение, это твое, а это движение тех, кого мы еще не знаем. В ходе развития нашего времени мы формируем какие-то правила. Или сходные, как у нас, или совсем не похожие, как у них. Если законы у нас одинаковые, мы продвигаемся плотной группой. Реже расходимся, чаще общаемся. Иногда расстаемся надолго, если выборы решительно разошлись. Да посмотри вокруг, а здесь все происходит не так. Внешне похоже, не спорю. Но что-то меня смущает. А, вот. Это ж сколько времени надо думать, чтобы все эти законы придумать. Сколько провести экспериментов. Да люди столько не живут. Да, времени надо действительно много. Но я и не говорил, что одной жизни хватит. О, вон куда ты клонишь. Реинкарнация. Конечно. Ну вот ты все сам и смазал. Ты же хотел обходиться без мистики. А мистики здесь вовсе и нету. Все слаженно и логично. Наоборот, это твои представления о жизни. А ее единственность в сути своей совершенно мистична. Не понял. Что ж, смотри. Это ты. Очень сложный и очень умный. Ну просто очень. Ну ты так считаешь, ты знаешь. В твоем теле порядка 30 триллионов клеток. Каждая из которых организована очень сложно. Насколько сложно, суди сам. Ученые подсчитали. Для построения маленькой клеточки, если никто не подскажет решение, природе пришлось бы сделать, сколько ты думаешь? 10 в степени 40 тысяч попыток. Представляешь? Единица из 40 тысяч нулей. Нет, не представляешь. Это невозможно себе представить. Ну, Вселенная огромная, материала много. Да и времени было достаточно. 14 миллиардов лет. Думаешь, достаточно? Что ж, давай подсчитаем. По существующим ныне воззрениям, атомов в нашей Вселенной вот столько. Клетки их приблизительно столько. Значит, параллельно можно проводить не более такого количества экспериментов. Пусть продолжительность каждого опыта не превышает такого значения. Это время, необходимое свету для прохождения этой клетки. То есть, как только сменилась позиция, и все узнали об этом смещении, все в этой группе собравшихся атомов, опыт считаем уже завершившимся, без всяких там тестовых испытаний. Так вот, даже и в этом ускоренном варианте развития мира за все время существования Вселенной можно было бы провести не более такого количества экспериментов. Ну пусть 10 в сотой степени, не будем мелочиться. Понимаешь, возможно 10 в сотой, а надо в степени 40 тысяч. Наука в принципе не может объяснить появление клетки. Ее же собственные расчеты загоняют в тупик. Подожди, но ведь клетки все-таки есть по факту. Да, клетки есть. Объяснения нет. И в рамках привычных тебе представлений его получить невозможно. Надеюсь, это я тебе объяснил. А теперь вернемся к тебе, в котором не одна подобная клетка, а много триллионов. И к твоему сознанию, привязанному именно к этим клеткам. Не к моему, привязанному к моим, а к твоему, привязанному к твоим. То есть к тому колоссальному множеству частных настроек и связей с реальностью, которые характерны именно для тебя. Ты действительно веришь, что настолько сложно согласованная структура могла возникнуть за несколько лет? Или вообще мгновенно, в момент твоего рождения или зачатия, как посмотришь? Скажи, а когда ты включаешь компьютер, и он оживает у тебя на глазах, ты тоже веришь, что он возникает в момент нажатия кнопки? Понятно, не верю. Вот именно, ты же не веришь в мистику. И понимаешь, какая продолжительная работа предшествовала появлению этой кнопки, связанной с этим конкретным компьютером, куда более примитивным, чем ты. И вот тебе парадокс. Эту железку так долго готовили, ты же у нас появляешься сразу. Почему ты себя так не уважаешь? Дело не в уважении, а фактах, а факты здесь очевидны. Я появился на свете недавно. Недавно появились результаты огромной предварительной работы. Ну вот вопрос, а кто же стремился к этому результату? Кто постарался связать воедино то, что сегодня тобой является? Ну, наверное, природа. Мертвая природа, лишенная организующего сознания. Да и все такие проекты до лампочки. Тем более, что жизни таких без счета, а времени нету и на одну. Одну простейшую клетку. Ну тогда Бог. Ага.
Такие организующее сознание. Но заметь себе, не твое сознание, а сознание кого-то другого. Снова проблему ты сам не решаешь, а в данном случае многократно усугубляешь. Перегружаешь сознание Всевышнего, неизвестно откуда взявшегося, но ужасно умного, в отличие от тебя. Не обижайся, ведь сам говоришь, что не можешь, а он может за всех в окружающем мире. Конечно, он умный, не то что ты. Вот только откуда он такой умный взялся? И зачем ему такие букашки, как мы? Это при его-то возможностях и размерах. Но если это не он, а я, то почему я об этом не помню? А зачем тебе это помнить? Для чего вспоминать все стенки, о которые ты расшибся? Думаешь, это поможет движению? Скорее помешает. Если ты будешь прокручивать в памяти боль от ожога, случившихся ранее, а не отдергивать пальчики сразу, выживешь навряд ли. Короче, когда правило найдено, помнить детали уже не стоит. Время уходит, реакция тормозится. И на компьютер ты грузишь лишь нужное, только проверенный код приложения, а вовсе не воспоминания программистов и его создавших. Кстати, ты слышал что-нибудь о взвешивании души? Да, попадалось кое-что. Слышал про 20 грамм или что-то вроде того. Ну, это еще неплохо. У многих значительно меньше. Сколько опыта накопил, какие выводы сделал, получается немного. Но главное, конечно, сохраняется. Ну что молчишь? Мне надо подумать. Что ж, думай, я подожду.